Всем привет! Сегодня у нас расклад «Момент истины». Что ты себе в январе обещала, но уже сломал. И, конечно же, приходите в проживание арканов. Там есть админы, вас направят, вам все покажут. В библиотеку приходите, в манифест и, конечно же, в проживание. Это очень важно. Обязательно приходите, там вы проработаете все затыки, все триггеры, все страхи, вот все что угодно, да, все, что вам жить мешает, вы все это проработаете. Уже без меня, потому что, потому что, потому что меня с вами уже, как сказать, на Ютубе нет. Все расклады я загрузил до 4 января. И надеюсь, что вы видите уже, что все премьеры, а этот расклад выйдет 15 января, я надеюсь, что вы видите на весь год премьеры. То есть уже загруженные видео, которые выйдут в определенное время. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, передо мной всегда, как всегда, бумажка с вопросами, вопросов 3. И первый вопрос: какое же обещание ты себе дала в январе? Это сигнификация. А тут по картам понятно. Ты себе вот пообещала прямо и четко взяться за деньги свои. Перестать их там разбахивать на ерунду, да, разбазаривать. Начать копить там на квартиру, на машину или хотя бы на нормальную подушку вот этой безопасности, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. И, конечно же, ты хотела строить стабильность, шаг за шагом, без спешки, каждую свою копеечку, как говорится, оценивать перед тратой. И сидела ты тогда вот с тетрадкой и записывала все расходы, доходы, радовалась там первым сбережениям, наверное, в копилке на телефоне. Думала, вот оно, наконец-то я беру контроль. Больше никаких вот этих шопоголических срывов, да, на ненужные вещи. Или там на спонтанные ужины в кафе с подругами, которые все выливалось в долги, в долги, в долги. И это обещание было главным. Потому что ты устал от вот этой вечной нехватки денег. От того, вот как в конце месяца сидишь, копейки считаешь, а мечты там о своей машине, о своей квартире или поездке, они висят в воздухе такими эфемерно недостижимыми. Сейчас ты это нарушила. И сидишь с чувством вины, глядя на вот этот пустой баланс. Но знаешь, вот что происходит? Вот сейчас ты продолжаешь тратить на импульсивные покупки. Вчера одно купила, там в рассрочку кредит, хотя знала, что это подорвет план. Вот сидишь и жалеешь, но ты продолжаешь игнорировать вот этот голос внутренний, который тебе говорит: стоп, остановись, результатов подожди. А взялось это от твоей работы вот в этой, где начальник там уволил половину, да, людей из-за кризиса. Когда вот этот, как называется-то, ковид, когда ковид был. И ты остался на грани, хватаясь за каждую премию и тратя ее сразу, типа отпраздновать выживание, чтобы заглушить страх бедности, который тогда вцепился в тебя вот этой мертвой хваткой. Потом подруги начали хвастаться всякими своими этими, как их, вещами, сумочками, маникюрами, обновками. И ты такая подумала:
Нельзя же отставать. Иначе буду выглядеть неудачницей, да, на вот этих общих встречах. Почему ты так себя ведешь? Ну, ты тратишь, потому что боишься упустить вот этот момент удовольствия прямо сейчас. Думаешь, деньги это там как песок, как вода, да, утекает. Лучше потратить, чем просто так копить. И внутренний голос ты заглушаешь вот этот шумом уведомлений, шумом звонков курьеров от вот этих маркетплейсов, да. К чему это ведет? Ты остаешься в этом вот вечном круге, где ты неделю копишь и срываешься на месяц. И квартира, там машина так и не приближается. А стресс от долгов, он копится. Подруги отдаляются, потому что ты не можешь с ними никуда. Самооценка падает. Ты ж злишься же на себя за слабость. Возьми вот прямо сегодня, удали все вот эти приложения магазинные с телефона. Там всякие маркетплейсы и прочее. И заведи отдельный счет для вот сбережений. И переведи туда там хотя бы там по 100 рублей в месяц, да, сразу после зарплаты. И не трогай его ни при каких там скидках, обстоятельствах и так далее. Ходи вон на прогулки вместо кафе, чтобы не тратиться. И записывай вот каждый вечер, да, по 3 вещи, за которые ты благодарна без денег. Например, там, я вот молодец, я погуляла, да, я там вот это, я вот это. Это вернет твой внутренний голос и терпение твое. Это не просто слова, нет. Ты уже пробовала в январе и видела первые плоды. Через месяца 3 у тебя будет запас на черный день, да, уверенность вырастет. Перестанешь зависеть от вот этих чужих историй успеха. Через год ты смотришь вот на баланс на свой и будешь гордиться собой. А подруги сами начнут тебя совет спрашивать, как ты это провернула и так далее. А ты просто скажешь, я вот послушала себя, да, и подождала. Понимаешь? Почему это обещание ты уже нарушила? Ну, знаешь, ты нарушила это обещание про деньги. Не то, что ты ленивая или устала, нет. Потому что ты резко сорвалась вот в этот импульсивный режим. Когда увидел там рекламу или пост от подруги. И дьявольская вот эта хватка старой привычки к тратам, да, она в тебя вонзилась всеми когтями. И заставила купить ненужное, игнорируя твой план. Ты вот сидишь сейчас там с пакетом новой одежды, да, грубо говоря, который даже не наденешь, и думаешь, ну ладно, один раз можно. У тебя вот всегда так. Ну ладно, один раз можно. Я же девочка, да, я готова себя порадовать. Но ты все-таки внутри злишься на себя вот за эту слабину. Вместо копилки ты сейчас вот опять в минусе. Маме звонишь там занимать на неделю, да, чувствуешь вот этот стыд, раздражение, потому что вот этот январский энтузиазм, он испарился. Вот просто вот хренак и нет его. Корень в бывших отношениях, когда парень тратил твои деньги на свои хотелки, да, и говорил, девушка должна быть красивой, купи себе это, купи себе это. А ты платила, чтобы он не ушел. Научилась траты ассоциировать с любовью и вниманием. И после вот расставания вот эта привычка, она осталась как клеймо на жопе, извини меня за выражение. Потом на работе добавилось давление, да. Коллеги там корпоративы, все там хвастаются всякими своими айфонами. А ты тоже тогда сидишь, думаешь, ну я же не могу, мне же нужно соответствовать, да. Не могу я без обновки. И срываешься импульсивно, потому что вот эта привычка тратить деньги, да, она дает тебе быстрый кайф. Заглушает вот эту пустоту от одиночества после вот этих всех отношений. И бежишь опять в магазин, как в спасение, вместо того, чтобы сидеть с самой собой и копить. К чему ведет? Долги растут.
Будешь выбирать еду подешевле, пропускаешь встречи с подругами, самоуважение опять же падает. Через год будешь в еще большем минусе. Злясь на всех, на подруг, на друзей, на коллег и так далее. И отношения ты новые начнешь с позиции «я бедная, меня не выберут». Понимаешь? А ты так и... У тебя это круговорот такой в природе. Замени шопинг вот этот на хобби какое-нибудь бесплатно. Типа вот чтение книг из библиотеки, да? Или там пробежка. Понимаешь? Это сработает, потому что ты уже знаешь вкус свободы вот от января. Просто отруби импульсы на корню. Там в этих, как его, в маркетплейсах, в приложениях удали карты привязанные, которые для онлайн-покупок. Ходи только с наличкой на день. Вот выделяй себе, например, на день такая-то сумма и все. И через месяц увидишь прибавку. Бывший ушел, но его тень трат, она не ушла. Вот ее тебе надо пинком под жопу выгнать. И деньги тогда начнут работать на тебя. Подруги заметят то, что ты уверенно стала, а ты перестанешь чувствовать себя вот этой жертвой. Хватит давать прошлому рулить. Бери, как говорится, свои деньги и начинай копить. Понимаешь? Накопи хотя бы буфер. Что сейчас будет, если ты быстро вернешься к этому обещанию, либо окончательно от него откажешься? Ну, знаешь, если вернешься к вот этому обещанию деньги копить, как говорится, системно, прислушиваясь к себе, то через полгода у тебя будет солидный запас. Все заметят твои изменения. Там мама перестанет советы давать про вот это экономь, в наше время так не было. Потихонечку квартиру себе купишь. Жизнь стабилизируется, отношения с мужиками станут ровнее. Ну, ты скажешь, это никак не связано. Связано. Когда женщина в себе уверена, к ней прилипают, будем так говорить, да, уверенные в себе мужики. А когда женщина в себе не уверена с комплексами, то здравствуй, нарциссы, абьюзеры, вот эти все, кто на шее сидят. Понимаешь? Да и ты уже не будешь хвататься за первого встречного там из-за там у него денег побольше. Будешь выбирать уже по душе. Понимаешь? А если окончательно откажешься вот это вот от всего вот этого, да, типа, ну ладно, все бросаю тратить, то ты просто почувствуешь легкость. Желания будут сбываться. Понимаешь? Поэтому, поэтому вот так. Что сейчас при выборе происходит? Ну, ты на развилке стоишь. Одно решение тянет тебя к долгой радости, а другое к быстрому вот этому кайфу с последствиями. Понимаешь? И все вот так у тебя круговорот, даже не денег, я бы сказал, а круговорот твоего вот этих шопоголизма, покупок в природе. Понимаешь? Если вернешься к этому обещанию, то вот каждую зарплату 10% ложи на отдельный счет. Посмотри там на Ютубе ролики бесплатные, вот эти вебинары по этому, как называется, забыл. Как его? Финансовая грамотность. Их же много. Проходи. Понимаешь? Знаешь, выбирай возвращение. Оно тебе даст и деньги, и покой внутренний. И через год ты будешь саму себя благодарить за твердость. Жизнь наполнится реальным, а не вот этот фейковым счастьем, понимаешь? И подруги за советом потянутся. И ты закроешь вот этот гештальт с деньгами навсегда. Только самое главное вот выдержи. На Ютубе очень много роликов по финансовой грамотности. Вперед! Было бы желание. Обязательно подписывайся на канал и помни, что дед всегда рядом.